прошлой серии «Бедной Насти». Я не хочу, чтобы моего отца убили на дуэли. А ему ничего не угрожает. Сейчас под ударом только Владимир. Как им бежит. Вдруг часом так нужна моя поддержка. Вы с Анной. Сбежите. А потом поженимся где-нибудь в маленькой живописной деревне. Отец считает, что Полина, крепостная Корфов, наша сестра. Я теперь долгорукая, благородного рода. И я теперь буду жить по-другому. Ну? И в каком же В каком положении я теперь оказался, по-вашему, господин Забалуев, а? Корф и Репнин, видите ли, поймали цыгана-убийцу. Немыслимо. Да. И что, и как? Как я об этом могу доложить государю? Как? Что это они поймали цыгана? Не я, не мои сотрудники, и даже не вы, а именно они. Но если позволите, Александр Христофорович, если позволите, я думаю, что эти молодые люди доставят вам еще немало хлопот. И это только начало. Ну, конечно. Они же теперь в фаворе. Они лучшие друзья наследника. А должны сидеть. Должны сидеть. Сидеть в тюрьме. Должны. Но можно с ними поступить и по-другому. Вы что имеете в виду? Сильные вместе, врозь слабы. Разлучить. Ну-ка. Поясните. Наказать вам их не за что, но и наградить можно по-разному. Например, дать Корфу или Репнину почетное поручение подальше отсюда. Подальше. Я даже знаю одно хорошенькое место. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Ну и кто из нас, Александр Христофорович, лучше разбирается в людях? Ну, что я могу ответить, Ваше Величество? Ничего не можете ответить, потому что предполагали государственных преступников в людях верных и глубоко порядочных. Я рад, что ошибся, Ваше Величество. Я так рад. Этот Репнин, он достоин не только похвалы,
Но и награды, я полагаю. Вне всякого сомнения, государь. Вне всякого сомнения. Это прекрасный молодой человек. Я вам больше скажу, государь. Он образец. Образец для нынешней молодежи. Вот, Александр Христофорович. Что мы можем для него сделать? Вы, вероятно, помните, Ваше Величество, что после дуэли Корфа с наследником Корф и Репнин были разжалованы. Они были лишены воинского звания. Да. Надо восстановить. Для князя Репнина восстановление в офицерском чине было бы высшей наградой. А возможность после этого доказать свою преданность Отечеству... Ну, преданность свою он доказал более чем достаточно. Конечно. Но молодые люди его поколения грезят о славе, о подвигах. И я знаю, что у князя Репнина есть одна заветная мечта. Какая же? Настоящее мужское дело. Как спалось? Я глаз не сомкнула. А ты? Я тоже. Всю ночь пытался представить себе, как буду называть эту жуткую Полину, то есть Анастасию, своей сестрой. Я все еще надеюсь, что это окажется ошибкой. Я бы многое отдал ради того, чтобы ты оказалась права. Простите. Что тебе, Никита? Андрей Петрович, я очень волнуюсь за Татьяну, ее нигде нет. Я за комнату пришла рассчитаться. Скажите, а экипаж до Пскова скоро отходит? А ты часом не беглая? Хотя какое мне дело? Плати и поезжай. Здесь нет даже до заставы. Но это все, что у меня есть. Шла бы ты, откуда пришла, милая. Нельзя мне назад. Мне бы только до Псковского монастыря добраться. А если этих денег на дорогу не хватает, так я и отработать могу. Анна, господи! Господи, слава Богу. Слава Богу, ты нашлась. Я обыскал весь дом. Все окрестности. Где ты была? Мне хотелось побыть одной. Все обдумать. Господи, как же я испугался. Как же я испугался, как я боялся, что ты уже не вернешься. А может быть, и не стоило. Я до сих пор не могу поверить, что ты и Лиза Долгорукая. Довольно. Я столько раз терял тебя. Аня, выслушай меня.
Входите, Миша. Лиза... Не говорите ничего. Я все утро молилась, чтобы вы пришли. Миша, я в отчаянии. Я только поверила в возможность своего счастья, и тут опять все оказалось на волоске. Не говорите так. Когда Корф и Анна уедут, Петру Михайловичу ничего не останется, как согласиться на наш брак. Вы ведь выйдете за меня? Вы еще спрашиваете? Князь, я считаю ваше пребывание в комнате невесты барона Корфа по меньшей мере двусмысленно. Отец. Я прошу покинуть наш дом, Михаил Александрович. Он никуда не уйдет. Петр Михайлович, я люблю вашу дочь. Если я смог простить ошибку, которую она совершила, почему вы не можете ее простить? Горит лампадка тусклая, кругу сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое. Ты что, девка? Ты что, рехнулась совсем? Иди давай, работай. Ты мне, Варька, лучше не досаждай. А я сегодня в меланхолии. Ой, чего? Чего? Деревенщина безграмотная. Что-то у тебя тесто кислое. Ну ничего, выкуплю тебя у Корфов, будешь мне французские булочки печь. Поля, умом ты тронулась, да? Сама ты тронулась. Теперь я из благородных. Петр Долгорукий мой отец. Ну, ты слышала, наверное? Да слышала, Поля. Да ведь все это неправда. Но ты же сама мне сказала. Меня подбросили, родители неизвестны. А князь узнал одеяльце, в котором я была. Скажи, Варя, ты знаешь еще что-то? А? Татьяна вчера сказала мне, что заночует у крестной. Должно быть, она задержалась там? Она и мне так сказала. Только я был у ее крестной, она там не ночевала. А у кухарки пропали деньги. Никита, срочно собирай крепостных и отправляйся на ее поиски. Господи, это моя вина. Она так говорила со мной вчера, будто бы прощалась. А я, дурак, не понял. Думаете, она опять попробует что-нибудь сделать, чтобы ребенка не было? Я иду с тобой. Нужно ее найти, прежде чем она что-нибудь сотворит с собой. Да прекратите! Оставьте, наконец, ее в покое. Неужели вы не понимаете, что она только мечтает убежать от вас куда-нибудь подальше? Наташа, ты не понимаешь. Речь идет не только о Татьяне, но и о ребенке. Пускай поисками займется Никита. А нас с тобой ждет отец Павел, чтобы причастить перед венчанием. Наташенька, я не могу остаться. Я должен найти ее. Я прошу тебя. Напиши отцу Павлу, что мы встретимся с ним в другой раз. Простите, барышня, мне жаль, что так вышло. А мне-то как жаль. Вы очень великодушны, князь. Далеко не каждый простил бы Лизу, зная, что она провела ночь с Корфом. Папа, ты видишь, теперь ничто не помешает нам с Михаилом пожениться. Поверьте, Петр Михайлович, я не из тех людей, которые разбрасываются словами. Нам с Елизаветой Петровной лишь нужно ваше благословение. В жизни все сложнее, чем в романах. Ваши чувства быстро остынут. Так же, как остыли твои чувства к маменьке? Лиза, прекрати. Думаешь, тебе одному можно нарушать заведенные правила? Ты моя дочь. Я не позволю никому трепать ее имя в уездных гостиных. Петр Михайлович,
Подумайте, на что вы обрекаете Елизавету Петровну, выдавая ее замуж за нелюбимого человека. У Лизы с Владимиром много общего. Я думаю, вы еще будете благодарить меня за то, что я устроил вам свадьбу. Ну, Корф любит Анну! Увлечения мужские быстротечны. Князь, вы ведь тоже были влюблены в эту женщину. И что? Но я люблю Лизу. Теперь, сейчас. Я готов поклясться. Не надо клятв. Вы еще молоды и не знаете жизни. Ваш любовный пыл остынет, и вы первый начнете упрекать Лизу в ее прегрешениях. Я люблю тебя, девочка. Я хочу тебе только счастья. Но Корф никогда не согласится жениться на Лизе. Значит, будем стреляться. Прошу вас, перестаньте. Я даю вам время попрощаться. После этого прошу удалиться, Михаил Александрович. Ну скажи мне, Варя, ты еще что-то знаешь о моих родителях? Все, что знала, уже рассказала. Подкидыш ты, Поля. Нечего и думать о княжеском происхождении. А если бы ты знала, каково это жить и чувствовать себя выброшенным котенком. Пусть никто в это не верит, но я знаю, я это чувствую, что Петр Михайлович мой отец. Ты бы кого попроще себе выбрала. Да ничего ты не понимаешь. Они с Марфой меня не бросали. Во всем виновата эта мерзкая сычиха. Но теперь все точно переменится. И князь Долгорукий обо мне позаботится. Даже если так было бы, Поля, то с твоим характером ты долго в дочках не проходишь. А теперь я стану совершенно другим человеком. Я стану барышней. Я буду кушать пирожные. Я буду читать романы, спать до обеда. И буду носить самые красивые платья. Анастасия Петровна Долгорукая. Ну, милочка, для того, чтобы все это иметь, не обязательно быть княжной Долгорукой. Сколько ты хочешь денег, чтобы навсегда исчезнуть из нашей жизни? Ваше Высочество, я просто не слышала, чтобы кто-то подъезжал. Я здесь инкогнито. А вы по-прежнему пишете любовные письма? Да нет, все гораздо прозаичнее. Я писала священнику, что мы с Андреем не сможем принять святое причастие. О, я думал, предстоящая свадьба должна навевать более романтические послания. Если бы вы знали, как я рада вас видеть. Ну, вы, наверное, к Михаилу. Я сейчас же распоряжусь, чтобы его отыскали. Я хотел повидать вас, Натали, а все остальное подождет. Куда дальше, Андрей Петрович, в лес? Нет. В лесу долго не протянешь. День-два и придется возвращаться. Так значит, и Татьяна вернется? На Татьяну это не похоже. Она прощалась, будто бы навсегда. Господи, куда же она могла пойти? Без вещей, без денег и с ребенком под сердцем. А может, в монастырь? В монастырь? Но в какой? Ближайший, в Обское. Если так, то она туда вряд ли отправилась пешком. Надо узнать на почтовой станции. Надо узнать.
Я знаю, как тебе больно, Анна. Я сожалею о том, что произошло между мной и Лизой. А Лиза? Лиза думает так же? Да. Мы оба с самого начала знали, что это ошибка. А Полина? Полина, это тоже ошибка. Анна, неужели мне нужно все объяснять с самого начала? Все, я больше не хочу ни о ком слышать. Ни о Полине, ни о Лизе, ни о ком другом. Ну, Господи, сколько их еще было. Я всегда любил. Я всегда буду любить только тебя, слышишь? Если бы я могла забыть тебя, я бы никогда не вернулась, слышишь? Никогда. Но я люблю тебя, несмотря ни на что. Я не могу тебя потерять. Клянусь. Я никогда больше не причиню тебе страданий. Анна, я, кажется, нашел выход из западни, в который мы все попали. Ты готова бежать вместе со мной? Вот мешки, видишь? Негоже им здесь валяться. Перетащишь в кладовку. Девка-то вроде крепкая. Перетащу. А после выметишь все. Да про углы не забудь. Была здесь Палаша. Хорошая женщина. И приберет, и почистит. Да померла о прошлом годе. Царствие ей небесное. Не мудрено, что померла. Такие тяжести таскать. Что ж ты наделала, кикимора? Что на загривок взвалить не могла? Не кричите на меня. Мне ведь ребеночек будет. Нельзя мне. А коли нельзя, пошла вон отсюда. Что же мне помощника нашлась? Фу! Нагуляла брюхо, а мне теперь с тобой мыкаться? Уходи по добру, по здорову. Да мне идти-то некуда. Пошла вон, я сказал. А то исправника кликну. Пусть он уточнит, что ты за птица такая. Пошла. Я понимаю, Ваше Высочество. Вам нужно объяснение. Мне следовало самой написать вам. Натали, на вас лица нет. Перестаньте говорить загадками. Вы достаточно меня напугали, и еще чуть-чуть я позову на помощь. Я хотела бы попросить у вас прощения за мой безумный поступок. Вот оно что. Давайте просто забудем об этом. Я обещаю, что не стану требовать у вас сатисфакции. Я приехал... Это, конечно, нелепо, но мне показалось, вернее, я почувствовал, что я вам нужен. Странно. Если это не так, скажите, я немедленно уеду, но если... Ваши предчувствия вас не обманули. Тогда скажите, чем я могу вам помочь? Не забывайте, что мне довелось родиться наследником, и у меня в этой стране практически неограниченные возможности. Я совершенно запуталась. Тогда давайте попробуем разобраться вместе. Ваше Высочество, если вы хотите помочь мне, умоляю вас, отвезите меня обратно в Петербург. Все кончено. Это та самая Лиза, которую я полюбил? Та самая, которая была готова с головой броситься в омут, чтобы докопаться до истины? Я устала, Миша. Лучше бы я оказалась этой несчастной Анастасией, тогда, может быть, меня оставили бы в покое.
Но я люблю Лизу, а не Анастасию. Я умоляю вас, не сдавайтесь. Я не могу идти против папеньки. Но когда Корф и Анна сбегут, ему придется смириться. Вы не знаете. В последнее время на него свалилось столько всего. Эти дела с фальшивыми деньгами, и болезнь маменьки, и теперь эта ужасная Полина. Он не выдержит очередного потрясения. Все будет хорошо. Конечно, ему нелегко. Но мы ведь рядом. В конце концов, он успокоится. Прошу прощения, барыня, тут фельдъегерь приехал от самого государя-императора, князю Михаилу Александровичу пакет. Князь Репнин? Велено передать и дождаться. А что там? Государь выражает благодарность за расследование и хочет немедленно видеть меня. Миша, он хочет наградить вас, Миша. Радость-то какая. Я внизу вас подожду, ваше сиятельство. У меня кони резвые. В момент до Гатчины домчим. Миша, 100 тысяч, нет, 1 000 000 раз, вы правы. У нас все будет хорошо. Это добрый знак, Миша. Мишенька. Ты хочешь бежать? Да. По сути, это не побег. Мы просто обвенчаемся раньше, чем хотели. Наши родители не дожили до этого дня. А от остальных нам благословения не нужно. Ты согласна? Ну почему это, Владимир Иванович, вы принимаете решение за меня? Мне кажется, что это единственный возможный выход. Если мы обвенчаемся, Миша женится на Лизе, и мне не придется стреляться с Долгоруким. Я понимаю. Так в чем же дело? Ой, как же я мало вас знаю, Владимир. Выходи за меня. Выходи за меня замуж и узнай обо мне все. Я не разочарую тебя. С этого дня не ступлю ни шагу, не посоветовавшись с тобой. Я расскажу тебе все свои тайны. Все свои секреты. Ты обещаешь? Обещаю. И что, готов начать прямо сейчас? Да? Тогда для начала скажи. Это ты остриг мою куклу наголо, когда мне было 5 лет? Я. А теперь ты скажи мне. Это ты станешь сегодня моей женой? Скажи, любезный, был сегодня экипаж в Псков? Был, как положено. Только ушел он уже, ваше благородие, и до завтра другого не будет. Стало быть, опоздали мы, Андрей Петрович. Среди пассажиров была девушка, красивая, волосы светлые, из простых. Да, была здесь такая. Я ее сразу приметил.
Беглая, что ли? Или украла чего? Не твоего ума дело. Экипаж по дороге останавливается? Останавливается, ваше сиятельство. На 15-й версте аккурат у него остановка. Едем. Только вы, ваше благородие, беглянку вашу там не найдете. Она отсюда пешком ушла. Так что ж ты молчал? А мне нет никакого дела до всяких гулящих. Что ты сказал? Чего? Брюхатая девка, ты, дело ясное. Так поэтому вы ее за дверь выставили? Парень, не до этого сейчас. Куда она пошла? А я почем знаю? Мне до нее дела нет. Ну, что ж ты оробела, Полина? Сколько тебе нужно денег, чтобы забыть про свои фантазии? Ну, дворянскую кровь не купишь и не продашь. Сами понимаете, Марья Алексеевна. Да уж понимаю. Ты тут так смело фантазировала. Пирожные, романы. А ты знаешь, голубушка, быть дворянкой не так легко. Это прежде всего обязанности. Да не слушайте вы, Марья Алексеевна. Девчонка стосковалась без родителей, вот и мелет чушь. Никакая это не чушь. Петр Михайлович мой отец. И я ни за какие деньги не отступлюсь. Вот тебе куча денег, и забудь про все. Тем более, что никаких доказательств у тебя нет. Как это нет? А мое одеяло? А буква А? Разве это не доказательство? Тряпка-то это. Да Марфа совсем спятила, могла и перепутать. А настоящая-то Анастасия и впрямь в лесу, наверное, похоронена. Как сычиха говорит. Бери, бери, деньги-то пока дают. И пока к этой корге память не вернулась. Марья Алексеевна, чем вы здесь занимаетесь? Наталья, ваше предложение выглядит несколько двусмысленным. Увезти вас в Петербург накануне вашей свадьбы. Простите, ваше высочество. Я совершенно не это имела в виду. Все так запутано. Эта крепостная оказалась дочерью Петра Михайловича. Таня пропала. А главное, Андрей. Надеюсь, это предсвадебное волнение, и когда вы поженитесь, все постепенно успокоится. Может, так будет, а может и нет. В любом случае, от мысли, что я хотя бы ненадолго поеду в Петербург, мне легче. Хорошо. Если эта поездка вам действительно поможет, я с удовольствием составлю вам компанию. Правда? И, возможно, к нам присоединится еще Анна. Вот как? Анна тоже уезжает? Что ж, я могу понять ее. После того, что она узнала о бароне Корфе и Лизе. Сказать по чести, я надеюсь, что Анна переменит свои отношения и останется с Корфом. Она его действительно любит. Любит? По-моему, это чувство слишком переоценили. Где любовь, там и грязь. Только Андрей хочет остаться чистеньким, поддерживая своего отца во имя каких-то условностей. Но Андрея тоже можно понять. Речь идет о чести его сестры. Почему же он не беспокоится о чести тех, кому некому помочь? Вы хотели знать, что меня тревожит? Лицемерие Андрея, вот что. Почему он заставляет свою сестру искупить свою ошибку, выйдя замуж за Корфа, а сам стремится поскорее забыть Татьяну, женившись на мне? Но вы же не хотите, чтобы он женился на Татьяне? М? Конечно, нет. Если он вправду не любит ее. Натали, не все люди, которые любят друг друга, могут быть вместе. Вы это сами прекрасно знаете.
Анна, соглашайся. Побег – это единственный способ покончить со всеми нелепицами и зажить, наконец, счастливо. Все эти нелепицы, как вы выразились, ваших рук дело. А что касается нашего счастья, то оно не только от нас зависит. Ну, почему же не от нас? Только от нас. Надо только очень захотеть быть счастливыми. Мы что, опять начинаем спорить? Нет. Больше никаких споров. Никаких. Никаких тайн? Может быть, какую-нибудь маленькую тайночку. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, хорошо. Хорошо, ни одной. Ну что ж, тогда я согласна. Ты никогда не пожалеешь об этом. Слышишь? Никогда. Тогда я начну собирать вещи. Подожди. Есть дела поважнее. Да ничем особенным, Петруш, не занимаемся. Вот пытаюсь выяснить, в самом ли деле Полина твоя дочь. Каким образом? Искушая ее деньгами. Девочке нужен отец, а не эти паршивые червонцы. Никого я не искушаю. Просто хочу, чтобы она вспомнила, может быть, есть какие-то еще доказательства, кроме этого одеяльца. Которые ты, кстати, хотела сжечь. Не бойся, девочка моя. Мы во всем разберемся. Девочка моя. А если вдруг окажется, Петь, что это не твоя девочка? А? И позволь себе спросить, с каких это пор в тебе вот вдруг открылись какие-то отцовские чувства к ней? А у нее взялись какие-то доказательства, кроме этой старой тряпки? Ну, сам подумай, какое это доказательство? Марфа рассказывала. Да знаю я, что рассказывала твоя Марфа. Но кто скажет, что именно Полину принесли к порогу Корфа? Кто это видел? Я. Да. Спросите Варвару, Петр Михайлович. Это она меня нашла. Ребенок действительно лежал прямо на пороге. Вот тебе крест, барин. И в это самое одеяльце-то и завернуто. А день какой был? Год, число, месяц? Ой, барыня, я по календарям читать не обучена. А вот аккуратно крещение это было. И метель сильная была. Корзинку-то снегом чуть не засыпала. Это она. Она. Настя. Не волнуйся, малыш. Все у нас с тобой будет хорошо. Твоя мама не даст тебя в обиду. По вашему приказанию, князь Репнин прибыл, Ваше Величество. Проходите, голубчик. Рад, что так быстро добрались. Это честь для меня, Ваше Величество. Наслышан о ваших подвигах, князь. Скажу по правде,
Вы утерли нос всему 3-му отделению. Империи нужны такие люди, как вы. И в благодарность за вашу ревностную службу я только что подписал приказ о восстановлении вас в звании поручика. Премного благодарен, Ваше Величество. Но это еще не все. Я знаю, вы человек дела. Сидеть в провинции для вас не по душе, и потому я нашел лучшее применение вашим способностям. Рад стараться, Ваше Величество. Надеюсь, я не ошибся, и новое назначение вас обрадует. Мой адъютант ознакомит вас с подробностями дела. Не скрою, князь, оно может быть очень опасным. Смею заверить вас, Ваше Величество, опасности меня не смущают. Вот и славно. Отправляйтесь как можно скорее. Путь на Кавказ не близкий, а дело не терпит проволочек. Кавказ. Владимир Иванович, добрый день. У вас странная привычка являться без приглашения. Что, позвольте поинтересоваться, вы делаете в моем доме? Прошу прощения, что без приглашения. Нам есть о чем поговорить.